5 августа 1927 года. Монгольское плато. 14 человек смотрят в небо. Над ними блестящий овал. Идет с юга на север. И вдруг резко меняет курс. Среди свидетелей академик, художник, член географического общества. Николай Рерих. Лама рядом с ним шепчет одно слово. Шамбала. Караван падает на колени. А Рерих достает дневник и записывает координаты. Через 3 года этот человек будет переписываться с президентом США. И они будут обсуждать не живопись. Рерих не мистик. Ему 52. Академик. Известный живописец. Методичный человек, который ведет полевой дневник. Координаты, температура, имена встреченных лам. С 1925 года он идет через Индию, Кашмир, Ладак, Синьцзян, Алтай, Монголию. С ним жена, сын, тибетологи, проводники. Лошади, ишаки, ящики с красками. Снаружи этнографическая экспедиция. Финансирование частично из США, частично личное. Но у этой экспедиции есть вторая цель. О ней знают 3. И один из них не в Гималаях. Он в Москве. 1926 год. Рерих делает то, чего академик делать не должен. Он тайно въезжает в СССР. Через Алтай. Без огласки. При нем письмо. Адресат – советское правительство. Подпись «Махатма Востока». Внутри – обещание поддержки и одна фраза. Время Шамбалы пришло. И ларец. С горстью земли. Рерих называет ее землей Будды Майтрея. Эту землю он передает лично на могилу Ленина. Его принимает Чичерин. С ним встречается Луначарский. Документы об этой встрече будут засекречены на десятилетия. Вопрос простой. Зачем академику и художнику вести советскому правительству послание от тибетских учителей? И почему в Кремле его выслушали всерьез? Дальше будет хуже. Потому что после Москвы экспедиция начнет умирать. После Москвы дневники Рериха меняются. В них появляются записи, которых не бывает у полевого ученого. Подземные ходы под Гималаями. Местные ламы говорят о них как о реальной географии. С входами. С маршрутами. Дальше Хатан. Китайские власти арестовывают экспедицию. Без объяснений. 4 месяца. Оружие отбирают. Потом отпускают, будто кто-то отдал приказ сверху. Дальше Тибет. Блокада. 5,5 месяцев на высоте свыше 4000 метров. Зимой. Из 102 животных каравана умирает 92. Погибают 5 людей. Тибетские власти не пропускают экспедицию в Лхасу. Без причин. Рерих позже напишет одну строчку. Нас не хотели пускать к чему-то определенному. К чему, он не уточнит. Никогда. А в дневниках повторяющийся мотив. Светящиеся объекты в небе. Странные звуки в горах. Ощущение, что за ними наблюдают. Это пишет не визионер. Это пишет академик. И когда он наконец вернется домой, он напишет книгу, после которой к нему начнет ходить Белый дом. 1928 год. Рерих возвращается и публикует книгу «Сердце Азии». В ней Шамбала
не метафора. Реальное место. С ориентирами. С подземными путями. С собственным правительством, которое вмешивается в мировую историю в определенные эпохи. Через год – Пакт Рейриха. Международный договор о защите культурных ценностей. 1935 год. Белый дом. Подписывает лично Рузвельт. И главы 20 государств. Под флагом Рейриха. Знак Триединства. Тот же знак на старинных тибетских изображениях Шамбалы. И вот вопрос, на который нет ответа. Почему художник, говорящий о подземной стране в Гималаях, имеет прямой канал в овальный кабинет? В архивах Гуверовского института хранятся зеленые письма, переписка Елены Рейрих с Рузвельтом. Президент отвечает лично. Они обсуждают не живопись. Они обсуждают будущее Азии. И в этот момент за Рейриха одновременно берутся 3 разведки. Кем он был на самом деле? Версия первая. Шпион. Британцы с 1920-х подозревали Рейриха в работе на Москву. Советские досье называли его контактом АГПУ. Американцы видели в нем агента влияния Кремля. Не сходится. В 1930 году СССР сворачивает с ним отношения. США отзывают финансирование. Если он работал на кого-то, его не бросают оба заказчика одновременно. Версия вторая. Мистификатор. Талантливый человек оседлал моду на восточные учения ради славы и продаж. Тоже не сходится. Мистификатор не идет пешком 5,5 месяцев через ледяной Тибет, теряя людей. Не отказывается от карьеры в Петербурге. Не вкладывает все свое в экспедицию, из которой может не вернуться. Версия третья. Искренне верил. Синкретическая философия, буддизм, теософия Блаватской, индуизм. Шамбала – символ. Идея. Метафора духовного восхождения. И это не сходится. Потому что в дневниках координаты. Описание тоннелей. Свидетели ламы, которые отказывались говорить о Шамбале при посторонних. И есть еще одна деталь, которая обрушивает третью версию окончательно. Пока Рерих идет через Тибет, в Москве работает человек по имени Александр Барченко. Ученый. Биофизик. Изучает древние знания по личному заданию АГПУ. Его курирует Глеб Бокий, начальник специального отдела. Самого закрытого подразделения советской госбезопасности. Того самого, что занималось шифрами, телепатией, отдельной строкой в бюджете, поисками легендарных стран. Бокий выделяет Барченко деньги на экспедицию. Цель – Тибет. Шамбала. Еще одну экспедицию готовят параллельно с проектом Рейриха. По тем же районам. По тем же ориентирам. Ее отменят в последний момент. Решением сверху. Но в 1926 году в Москву отправляют другого человека. Яков Блюмкин. Тот самый, что убил немецкого посла Мирбаха в 1918-м. Личный агент Дзержинского. Авантюрист, говорящий на фарси и хинди. Его задача – войти в Тибет под видом монгольского ламы. И выйти на Рейриха. Они встречаются. В районе Хатана. О чем они говорили, неизвестно. Записи этой встречи в советских архивах либо засекречены, либо уничтожены. Известно одно. После встречи с Блюмкиным маршрут Рериха меняется. А самого Блюмкина расстреляют в 1929-м. Одним из пунктов обвинения будет несанкционированный контакт с зарубежными мистическими организациями. Бокия расстреляют в 1937-м. Спецотдел расформируют. Архивы,
частично сожгут, частично спрячут так глубоко, что они не всплыли до сих пор. Барченко исчезнет в том же 37-м. Перед арестом он успеет написать рукопись о древней науке Шамбалы. Рукопись изымут. Она не найдена. 3 человека. 3 расстрела. 1 маршрут. И параллельно то же самое делают немцы. В 1938 году в Тибет уходит экспедиция Эрнста Шефера. Финансирование – личный приказ Гиммлера. Структура – Анинерби. Цель официально – антропологические исследования. Неофициально – то же, что искал Рерих. Если Шамбала – это символ, почему всех, кто к нему приближается слишком близко, либо расстреливают, либо они исчезают, либо их архивы горят? И один предмет, привезенный Рерихом, может все объяснить. Если бы он сам не был старше любой империи, искавшей его. Теперь о таинственном камне. Чтобы понять, что такое камень Чинтамани, надо отойти от Рериха. Далеко. На 2500 лет. В индийских и тибетских текстах он упоминается как Чинтамани, камень, исполняющий желание. Не метафорически. Конкретный предмет. Темный фрагмент. Метеоритного происхождения. Хранится у владык Шамбалы. В буддийской традиции его носит на голове Бодхисаттва Авалокитешвара. В индуизме – Вишну и Ганеша. Но это Восток. А теперь смотрим, что происходит на Западе. В средневековых европейских хрониках появляется предмет с почти идентичным описанием. Темный камень. Упал с небес. Дает владельцу мудрость и власть. Связан с тайным братством хранителей. Его называют лапис экселис, камень изгнания. Это Грааль. В версии Вольфрама фон Эшенбаха в его Парцефале XIII века Грааль не чаша. Это камень, упавший с неба, хранимый орденом избранных. Совпадение. Идем дальше. X век. Царь Соломон. По арабским легендам, носил на пальце перстень с темным камнем, через который говорил с духами и понимал язык животных. Источник его царства. XVI век. Император Акбар Великий, правитель империи великих моголов. По хроникам, обладал камнем, привезенным из северной страны за Гималаями. Камень хранили в особой шкатулке. После смерти Акбара он исчезает. XIX век. Елена Блаватская, основательница Теософского общества. Утверждает, что получила фрагмент камня из Шамбалы от своих учителей в Тибете. После ее смерти фрагмент пропадает. 1923 год. На имя Рериха в Париже приходит посылка. Без отправителя. Внутри кожаный футляр. В футляре темный камень. И записка. На неизвестном языке. Рерих опознает его сразу. Он называет его Чинтамани. Один и тот же предмет. Соломон. Грааль. Акбар. Блаватская. Рерих. Появляется. Исчезает. Появляется снова. Каждый раз у тех, кто, по легенде, имел доступ к скрытой власти. Рерих везет камень с собой через всю экспедицию. Он фотографирует его. Кладет на алтари. Возит по миру как символ нового порядка. Передает фрагмент в Лигу наций. А потом камень исчезает. 1947 год. 13 декабря. Долина Кулу.
В этот день умирает Рерих. В этот же день камень пропадает из шкатулки в его кабинете. Бесследно. Семья молчит. Записи дневника за этот день вычеркнуты. Физически. Страницы вырезаны. Год спустя в Гималаях фиксируют серию необъяснимых сейсмических колебаний. В том самом квадрате, который Рерих обозначал на своих картах как врата Шамбалы. Совпадение? Может быть. Но в этом же квадрате в 1999 году индийские пастухи сообщат о подземном гуле, идущем по часам. В 2012 году китайская военная группа уйдет в этот район и вернется без 2 человек. Официально потерялись в снегу. Тело не нашли. И самое странное, что эти координаты до сих пор лежат на чьем-то рабочем столе. В Лэнгли. 26 августа 1929 года. Нью-Йорк. Журналисты спрашивают Рериха в лоб: «Вы видели Шамбалу?» Он помолчал. Потом сказал одну фразу: «Тот, кто видел, не возвращается прежним. А тот, кто вернулся, не говорит». Через год он снова ушел в Гималаи. Окончательно. Он умер в долине, из которой, по его же словам, открывается путь. Прах развеян у подножия горы Кулу. Гора стоит на линии, ведущей точно в тот квадрат на карте. В тот самый, где исчезают экспедиции. В тот самый, куда уходил он сам. И если он был прав, то Шамбала не легенда. Она просто ждет. И вопрос не в том, существует ли она. Вопрос, почему она еще не вышла к нам.